Привет! КГБ сливает свои секреты. Украинский новостной ресурс «Лига.нет» опубликовал 15 марта материал, который указывает на наличие методического слива документов от КГБ. Так, украинская сторона, благодаря своим возможностям внутри белорусской спецслужбы, завладела документами, которые подтверждают, что военно-промышленный комплекс Беларуси работает на поддержку российской войны против Украины. В частности, в опубликованной статье специального корреспондента издания Евгении Мазур указывается, что 558-й авиационный ремонтный завод в Барановичах продолжает работать над восстановлением военных вертолетов Ми-8 и Ми-17. Одно из спецподразделений Вооруженных сил Украины, в задачи которого входит сбор информации о состоянии вражеской техники, получил техническую документацию, отчеты и договоры белорусского 558-го авиационного ремонтного завода в городе Барановичи. Все это украинским защитникам добровольно передал сотрудник белорусского КГБ достаточно высокого ранга на условиях анонимности. Именно такая помощь белорусов приближает нашу победу. И если вы хотите поделиться информацией, контакты внизу. И там же подписка для получения достоверной информации. Речь идет о документах, значительная часть которых дает понимание, что Беларусь помогает России в военной агрессии против Украины, ремонтируя российскую авиатехнику. Как видите, граждан Беларуси, которые готовы бороться против кровавого режима Лукашенко, путем помощи Украине всем, чем возможно, на самом деле много. И даже такие закрытые структуры, как КГБ, имеют в своих рядах неравнодушных людей, которые мечтают о смене режима и возобновлении демократии в стране. Помощь Украине сейчас является одним из наиболее эффективных методов борьбы, поскольку победа украинцев в войне против России создаст окно возможностей для изменений в самой Беларуси. Из документов следует, что к началу 2024 года белорусские специалисты выполняют для россиян широкий спектр работ – от восстановления бортовых самописцев до серийного производства самолета ЛМС-192 «Свитязь», испытания которого должны завершить в 2027 году. Согласно опубликованной изданием «Лига.нет» информации, представитель белорусского КГБ передал украинской стороне как минимум следующие документы: список работ по восстановлению бортовых самописцев, ведомость выполнения опытно-конструкторской работы по самолету ЛМС-192, сертификаты на капремонт Ми-8 и Ми-17. Например, подписи директора авиадепартамента белорусского Минтранса Сикорского и заместителя председателя авиарегистра Межгосударственного авиационного комитета Щербакова, а также печати этих учреждений, которые удалось найти украинским журналистам в открытом доступе, полностью совпадают с стоящими на сертификатах. Использовать ресурс 558-го авиационного ремонтного завода для ремонта вертолетов Ми-8 и Ми-17 Кремль начал с начала вторжения, поскольку российские предприятия были перегружены. 558-й авиационный ремонтный завод также активно участвовал в реконсервации и снятии с хранения МиГ-29. Специалисты завода неоднократно ездили в Россию, чтобы подготовить самолеты для дальнейшего применения в войне против Украины. Кроме завода в Барановичах, россиянами также используется Оршанский авиаремонтный завод. Несмотря на то, что оба авиационных ремонтных завода находятся под санкциями, закупать детали через третьи страны им значительно легче, чем российским предприятиям. Оно и неудивительно, что Кремль активно использует Беларусь для обхода санкций. Я неоднократно говорила и продолжаю это делать, режим Лукашенко уже давно пора воспринимать как единое целое вместе с преступным режимом Путина. И важно, чтобы это были не просто публичные заявления, а реальные действия. Самопровозглашенный президент Беларуси, как и вся страна на время пребывания в заложниках диктатора, должна быть привлечена к международной ответственности, официально признана соучастником России по преступлению агрессии против Украины, а также получить максимально жестокие экономические санкции, которые сделают невозможным использование Кремлем страны для дальнейших закупок санкционных товаров. Ракетный удар по гражданскому населению в Одессе подтверждает террористическую сущность путинской России.
Россия в очередной раз нанесла ракетный удар по гражданской инфраструктуре. Государство-террорист стремится убить как можно больше гражданских украинцев. 15 марта ВКС РФ нанесли удар баллистики по гражданской инфраструктуре в Одессе. Под атакой оказались жилые дома, хозяйственные постройки, автотранспорт. В результате российского ракетного удара известно о 21 погибшем и 73 раненых. Первая же российская ракета попала в частный дом. Россияне намеренно выбрали гражданский объект в качестве цели, и это лучший аргумент в пользу признания России государством-террористом. Россия нанесла повторный удар в момент приезда спасателей. Это сознательная террористическая тактика Кремля. После первого обстрела на место трагедии приехали медики и спасатели. В этот момент ВКС РФ нанесли повторный удар. Погиб фельдшер и спасатель. Это сознательное преступление, свидетельствующее о том, что россияне стремятся нанести как можно более тяжелые потери Украине. Террор стал привычным инструментом войны для Путина на фоне тупика, в котором оказалась его армия. Россияне ежедневно обстреливают Украину ракетами и дронами. Одесса была выбрана целью, потому что находится сравнительно близко от временно оккупированных территорий. Соответственно, ПВО не может быстро отреагировать и перехватить баллистику. Трагедия 15 марта является отражением преступной сущности путинской России и истинным лицом русского мира, сеющего разруху и смерть. Военные преступления России в Украине подтверждают, что Путин стал врагом номер один для всего цивилизованного мира. Путин готовится к длительной войне, а российские военкоры и пропагандисты пишут, что Россия не должна останавливаться на одной Украине. Соответственно, угроза для Молдовы и для стран Балтии более чем вероятна. В 2021 году никто не верил, что Россия способна начать захватническую войну в Украине. Неверие в российскую угрозу для Европы приведет к Третьей мировой войне. Призывы к переговорам с РФ – это современная аналогия умиротворения Гитлера. В 1938 году Европа допустила роковую ошибку. Ее аналог происходит и в наши дни. Если Европа не станет решительно действовать, Путин начнет войну, которая приведет человечество к катастрофе. Трагедия в Одессе 15 марта свидетельствует о том, что с Путиным следует разговаривать на языке силы. Перевооружение и усиление Европы является единственным фактором, предотвращающим повторение таких преступлений. Центр избирком РФ обработал 100% протоколов избирательных комиссий. По предварительным данным комиссии, Путин, баллотировавшийся как самовыдвиженец, получил 87,28% голосов. Но это никому не интересно, поскольку выборами называть клоунаду, которая происходила в России, язык не поворачивается. Поэтому взамен я разобралась, почему в принципе невозможно признавать выборы в РФ легитимными. Российская избирательная система в целом не соответствует международным демократическим стандартам, поскольку она игнорирует равенство, тайну голосования, свободное волеизъявление, свободное и равноправное выдвижение кандидатов, гласность и открытость избирательной кампании, равенство возможностей для всех кандидатов, свободу агитации и беспристрастность. Путин удерживает власть не благодаря свободному волеизъявлению народа, а через манипуляции с российской конституцией, пропаганду, устранение какой-либо политической конкуренции и политического насилия, включая убийство значимых независимых политических деятелей. Путин не имел права участвовать в выборах 17 марта 2024 года. Он уже дважды использовал возможность быть 2 срока подряд президентом РФ. Плюс руководил страной, прикрываясь фигурой номинального президента Медведева. Российская конституция не предусматривала возможности для 3-го, а де-факто 5-го президентского срока, и поэтому в нее в 2020 году были внесены изменения, так называемые поправки, обеспечивающие исключение для всего одного человека – Путина. Как характер этого решения, так и процедурные нарушения, допущенные при внесении поправок в основной закон, подвергают сомнению возможность признания гражданина Путина ВВ легитимным президентом РФ по истечении срока его полномочий, полученных в 2018 году. Путинский режим не отказывается от гангстерских методов и физически устраняет политических оппонентов. В 2015 году убит Борис Немцов, в 2024 Алексей Навальный. Российская диктатура давно не имеет ничего общего с демократией, в частности, процедурой открытых и конкурентных выборов.
На выборах отсутствует контроль международных организаций за организацией избирательного процесса и ходом голосования. На президентских выборах нет независимых интернациональных наблюдателей, серьезно ограничены способности наблюдения для русских людей. Интрига на выборах российского главы государства отсутствует. Победитель выборов 2024 года уже давно определен заранее в Кремле – Путин. К участию в выборах не был допущен целый ряд оппозиционных кандидатов, в том числе выполнивших все формальные требования по допуску к баллотированию. Кремль был вынужден снять с выборов даже своего «оппозиционного» в кавычках кандидата Надеждина, миротворческая и антивоенная риторика которого получила неожиданно высокую поддержку среди россиян и могла создать реальную альтернативу Путину. Агитация за кандидата В. Путина тотальная и абсолютно доминирующая. Результаты выборов можно подвергать сомнению в порядке пункта 1.4 статьи 85 Федерального закона о выборах президента Российской Федерации, предусматривающего возможность судебной отмены результатов выборов, если кандидат, признанный избранным, использовал преимущество должностного или служебного положения, и указанное нарушение не позволяет выявить действительную волю избирателей. Российские власти тревожит не столько поддержка Путина, как явка на выборах, поэтому дорисовывают не только поддержку нынешней власти, а саму явку. В первую декаду 2000-х годов русские власти вложили большие ресурсы в занижение хоть какой политической активности людей РФ. Теперь же она, наоборот, пытается формировать агитирующие меры, чтобы получить более-менее нормальную явку на выборы. Еще на выборах Путина в 2018 году в десятках регионов РФ невозможно было установить результаты голосования. То есть уже минимум 6 лет в России нелегитимный президент, а с 2021 года тотально фальшивая Дума. Российские власти прибегают к фальсификациям и на нынешних выборах. Выборы было решено растянуть на несколько дней, расширены возможности для электронного голосования, при этом уже фиксируются многочисленные случаи принуждения к электронному голосованию. То есть были проведены мероприятия, облегчающие возможность фальсификации и вброса голосов. Незаконное и принудительное привлечение к участию в так называемых выборах президента РФ миллионов граждан Украины с временно оккупированных территорий дополнительно ставит под сомнение объективность и легитимность любых объявленных результатов. Выборы на оккупированных территориях другого государства противоречат двум основным международным документам – Всеобщей декларации прав человека и Международному пакту о гражданских и политических правах, которая предусматривает, что воля народа должна быть основой власти правительства и проявляться в периодических и нефальсифицированных выборах, которые следует проводить при общем и равном избирательном праве путем тайного голосования или через другие равнозначные формы, обеспечивающие свободу голосования. ЦИК РФ обнародовал особенности проведения выборов, прямо противоречащих федеральному закону о выборах президента РФ и создающих предпосылки для фальсификации. В частности, ЦИК разрешила голосовать не только по российскому паспорту, но и с украинскими документами, удостоверяющими личность, паспортом, ID-картой гражданина Украины, аккредитовать журналистов в особом порядке, а также в случае угрозы перемещать бюллетени и другие документы в безопасное место. Кроме того, местным избиркомам разрешено сокращать время голосования и не публиковать сведения о членах избирательных участков. Для искусственного повышения явки на временно оккупированных территориях Кремль активно депортирует нелояльных к России украинцев и замещает их россиянами. Так, во временно оккупированный Мариуполь уже доставили около 50 тысяч россиян из депрессивных районов РФ. Международное сообщество, прежде всего ООН, не признало российскую аннексию Крыма 2014 года и оккупацию 4 областей Украины 2022 года. Нарушение суверенитета Украины, невозможность свободного волеизъявления и привлечения, часто под дулом автоматов, к участию в голосовании граждан Украины – это наиболее веские причины незаконности избирательного процесса. Первый шаг к формальному непризнанию Путина сделала ПАСЕ в рекомендации европейским правительствам в октябре прошлого года, признав обнуление сроков Путина нелегитимным. Такая же рекомендация была озвучена в прошлом месяце на встрече министров иностранных дел стран ЕС. Аналогичная инициатива обсуждалась и в Конгрессе США. Ряд депутатов Европарламента и других политиков также призвали не признавать результаты выборов президента России,
а следовательно легитимности Путина. Они указывают как на голосование на оккупированных территориях, так и на принятые поправки в Конституцию, позволяющие Путину баллотироваться на 5-й срок. Лидеры стран группы 7 G7 на онлайн-саммите 24 февраля приняли заявление о непризнании выборов, которые Россия проводит сейчас или будет когда-нибудь в будущем проводить на оккупированных украинских территориях. Путин находится в розыске Международного уголовного суда по подозрению в совершении тяжких военных преступлений. Ордер на его арест выписан ровно за год до так называемых выборов. Международный преступник не может являться президентом страны. А что вы думаете по этому поводу? Пишите комментарии и делитесь своими мнениями. Подписывайтесь на канал, чтобы всегда быть в курсе и получать достоверную информацию.